Наступает последний месяц года. Жизнь-то не заканчивается в декабре. Но как-то мы привыкли мыслить до конца года, а там уже новый цикл. В целом месяц хорош и для активной деятельности, и для всяких начинаний. Покупок, приобретений, обменов контактов, об этом я скажу позже. Но при этом декабрь месяц очень ответственный. И поэтому то, что мы делаем в декабре, может оказать влияние на нашу жизнь уж минимум года на 2, а то и на 20. Событий я тут насчитал чисто формально. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 событий астрологических и несколько таких грандиозные, самых таких выделенных. Причем с самого первого дня. Меркурий 1 числа входит в Стрелец, и тем самым меняется общий интеллектуальный фон. Ну, ум по-другому немножечко работает. Делает ум более целеустремленным, более направленным. Это время для целенаправленных действий, время для разработки далеких планов, амбициозных переговоров и начала амбициозных проектов меркурианского типа. Ну, то есть торговля, обучение, связанное с туризмом, с познаванием нового, с информационным обменом, прессой и прочее. В это же время тянется хвост Нептуна. Ну, что это значит? В самом конце ноября Нептун поворачивал. И стоит он по 11 число. И вот это очень важный момент, потому что Нептун дает, во-первых, повышенную чувствительность, во-вторых, повышенную эмоциональность, дает возвращение к прошлому памятью. Ну и что самое печальное, это высыпаться не дает. Вот на статическом Нептуне встречи, знакомства, любовные свидания, просто близость с родными, сердечная, душевная, и телесная, конечно. Все это идет очень хорошо. Но могут вылезать и обиды старые. Ну, а точность рабочих планов он, конечно, нарушает. Поэтому требуется больше внимания во всех делах, больше педантичности, скрупулезности. И помнить, что астролог сказал. В целом, это начало месяца идет достаточно спокойно. Единственный такой вот день, хочется отметить, это день, когда Луна идет против стеллиума. Это день утомительный, тяжелый, трудный, энергии разные ходят. Вот эта оппозиция, если вы способны перевести вот эту трудную энергию в позитив, это будет день просто очень хороший. День, когда вы наполнены любовью, можете поделиться с кем-то, кого вы любите. Но может быть и день, когда вы страшно обижены, разозлены, хочется что-то сказать, бросить в лицо обидчику, это часто очень близкому для вас человеку, горькие, злые слова, чтобы он понял, кто он такой есть на самом деле. Тем более, что Венера стоит в Скорпионе, она такая эмоциональная, насыщенная. Если вам удастся повернуться лицом к любви в этот момент, это потрясающе будет. Это будет очень мощная энергия тепла. А дальше группа событий компонуется прямо в промежутке между 14 и 21 включительно. 14 у нас солнечное затмение. Полоса затмения идет по южной части земного шара и затрагивает только короткий кусочек Южной Америки. Но оно затрагивает карту России тоже. Затмение в конфликте с Сатурном в нашей карте. А это значит, что затмение предвещает массу перемен в госструктурах. Вот эти дни затмения будет повышаться возбудимость, нервозность. С одной стороны, жуткое желание перемен, а с другой стороны, все привычное, консервативное будет изо всех сил тянуть назад. Для обычного человека это надо быть очень внимательным в этот день. Может всякие сбои давать, неприятности, травмы и прочее. А для тех, кто занимается такой активной деятельностью, предпринимательством, да просто активной деятельностью, в ближайшие дни после затмения надо будет что-то решать. Как вам двигаться дальше? И очень, очень важно принять грамотное решение, потому что все будет тянуть к тому, чтобы идти привычным старым путем. И в то же время Уран требует перемен. Вот я очень рекомендую подумать о том, какие серьезные перемены можно внести. У вас рядом с вами лежат возможности. Они подворачиваются прямо сейчас, в это время.
Если вы пропустите, потом будет очень трудно что-то менять. Будьте готовы к переменам. После затмения на следующий день Венера меняет знак. Венера переходит в Стрелец. Хорошо, потому что она становится менее эмоциональной. Для тех, у кого эмоциональный план напряжения в личной жизни, прочее, как раз легче становится. Хорошо для людей, занятых искусством, особенно тех, кто на сцене. Венера Стрельца яркая, выразительная, она дает больше свободы для выражения чувств, для выражения яркости, образа. Легко знакомиться, но перейти к глубоким отношениям тяжелее. А вот дальше самое интересное. 17-го Сатурн меняет знак. Он переходит в Козерога Водолей. 2,5 года, даже больше. Сатурн шел по Козерогу. Сатурн вообще это планета порядка, нормы, закона. И в Козероге он очень жесткий. Период закручивания гаек, период сворачивания, так сказать, ежовых рукавиц, период ограничений. Сейчас ситуация становится чуть полегче. Немножечко задышится посвободнее. За ним буквально через 2 дня его догоняет Юпитер. Он тоже выходит из Козерога Водолея. Для Юпитера это совсем хорошо. Нормативность Козерога ему нехорошо. Он любит широту, простор, Водолея ему значительно лучше. Это значит, что меняется взгляд на будущее. Что-то должно измениться в ближайшее время, появятся новые перспективы. Для тех, кто казалось, что он уже в тупике, что деваться некуда, что все полный провал вообще уже, что совершенно невозможно дальше не развиваться, не жить, ничего, наступает период, когда он откроет для себя простор, пространство, увидит, что впереди есть достаточно большое пространство, есть возможность, надежда, упование. То есть начинается время позитивных надежд для всех. Ну и самое существенное, что в этом месяце будет, это то, что 21 числа Юпитер соединяется с Сатурном. 21 происходит сразу несколько событий. В Козерог выходит и Солнце, и Меркурий. То есть 21 это самый короткий день в этом году. Это точка зимнего солнцеворота. Это начало астрологической, астрономической зимы. И это движение к свету. И в этот же день соединяется Юпитер с Сатурном. Причем, отметьте, в Москве это будет потрясающе. 21-го в 21 час, 21 минуту и какое-то количество секунд. И 12 число месяца. 21, 12, 21, 21. Это событие эпохальное. Обычно оно влияет, дает свое влияние на 20 лет. Но вот в этот раз это влияние будет на 120 лет. Начинается целая эпоха, которая приведет к облегчению мировой атмосферы. Не 22-го, не 23-го. Но это начинается процесс к большему простору, большему взаимопониманию, более открытым контактам, уменьшению жесткости в контактах и прочее. Это соединение в первую очередь окажет влияние на людей, которые родились в 40-м году, в 51-м, в 61-м, для тех, кто родился в 81-м году, в конце 80-го, 81-го, для тех, кто родился в 91-м году и на границе 2000-го, 2001-го, ну и, наверное, окажет такое заметное влияние на тех, кто родился в 2011-м. Люди, родившиеся в эти годы, сильнее всего почувствуют на себе влияние этого соединения. Оно может внести весьма серьезные изменения в их жизнь. В жизни многих других людей, конечно, это затронут, может быть, не так сильно, как те годы, которые я перечислил, но затронут обязательно и очень сильно повлияет на жизнь страны в целом. Но об этом я хочу сказать уже в годичном прогнозе, а не здесь. Эти дни, примерно с 19-20 и по 24-25, Марс в конфликте со Стелиумом. Вот здесь надо быть очень осторожным в своих действиях, поступках, потому что резко повышается конфликтность. Если это не выходит на телесный уровень, все равно резко превышается такое противостояние в конфликтных ситуациях. Растет упрямство, причем такое ярко выраженное своевольное, когда человек ни за что не может уступить. Вот если начинает верить, все уже остановить невозможно. Постарайтесь не идти волю против воли, а перевести близкого человека, ребенка в какой-то другой план, в эмоциональный. Может быть, просто отойти в сторону. Не пытаться давить на ту же самую тему. Это не поможет, только ухудшит ситуацию. Потом уже самый конец месяца, начиная с числа с 25-го,
в целом ситуация становится значительно мягче, спокойнее. Единственное, что нас ждет, это полнолуние. Начиная с 30 числа, с полнолуния повышается такой фон энергетический, он дает большую интенсивность всему, что происходит. Солнце вошло в Козерог и догоняет их все. И первый, кого он настигает, это Плутон. Это даст интенсивность, напор. Это время очень хорошее для деятельности. Даже потом, после Нового года, когда закончатся каникулы, там будет прекрасное время для деятельности. Но требует разумности. Непродуманность может перевести к конфликту. Очень хорошо работать, очень хорошо делать. И очень легко сорваться. Период трудный. А ведь это уже время встречи Нового года. Поэтому я пару слов сейчас скажу о том, как Новый год встречать. 21 год будет годом белого металлического быка. Бык вообще такой упрямый, трудолюбивый. Считается благородным животным. Но то, что он упорный и трудолюбивый, это факт. Я быков знаю, эти уже, если принимают какую-то линию, то долго-долго ее готовы тащить. Очень интересно, как раз ровно в полночь в Москве Луна будет стоять против соединения Юпитера с Сатурном. Будьте готовы к тому, что будет усталость. Поэтому не перегружайтесь перед этим и постарайтесь так войти в Новый год легко, расслабленно. Для восточных районов нашей страны, Дальний Восток, Сибирь и даже Урал, Луна еще в раке. Так что там еще такая мягкая, расслабленная атмосфера. А вот для европейской части Новый год пройдет под знаком Луны. Во Льве он требует яркости. То есть надо суметь как-то сочетать мягкую, такую спокойную атмосферу без напряжения и в то же время какой-то возможности ярко проявиться. Заготовьте какие-нибудь выступления, поярче одежду, поменьше взрывных эффектов. Луна с Ураном в конфликте, Луна с Марсом в конфликте, Луна с Плутоном в конфликте, побезопасней. Повторяю, старайтесь не нагружать себя работой всякими делами перед Новым годом. Иначе пойдет резкий спад на самую полночь. Наоборот, встречайте как бы уже слегка отдохнувшие. Для студентов начинается сессия. 25 и 30 очень трудные дни. Если у вас есть возможность как-то перенести экзамен на другой день, пойти в другой день, постарайтесь это сделать. 26, 28, 29 – нормальные, хорошие дни, 27 – нейтральные. Но 31 выходной. Для встреч с друзьями, с близкими, любовные встречи, свидания. Постарайтесь выбрать себе день для свидания, один из двух, 21 и 22. Атмосфера сердечная просто изумительная. Глубокая, интенсивная, живая, яркая. Это может оставить впечатление, память на очень долго. Тема здоровья. Обозначу несколько особых дней в этом месяце, когда тема здоровья вылезает на первый план. Во-первых, это 4 число. Очень трудный день и спада, и напряжений, и перепадов давления, настроения, всего чего угодно. День солнечного затмения 14, естественно. Дальше 16, 17, 24 и 30. Вот эти дни обратите особое внимание на здоровье, причем начинайте с вечера, с предыдущего дня. Хорошая новость для тех, у кого проблемы с позвоночником, связками, вообще опорно-двигательным аппаратом. Поскольку Юпитер с Сатурном переходит из Козерога в Водолей, вам становится легче. Уже не так резкие будут приступы, меньше будет болей. Но зато те люди, у которых желчный пузырь под напряжением, будьте готовы к тому, что конец месяца для вас будет непростым. Начиная с того же самого 19 числа. Аварийность. Во-первых, это 4 число. Во-вторых, это 14, перед ним 13, 14, перед затмением, в день затмения и следующий за ним день. 24, самый конец месяца, 30 и 31. Ну, вы сами понимаете, что под Новый год вообще на дорогах очень трудно. Покупки. Особых ограничений таких жестких на покупки в этом месяце нету.
Единственное только, начиная с затмения и по 19 число, рекомендую быть крайне осторожным в покупках всякой айтишной техники. Почему Меркурий против Урана? Там чаще всего можете купить технику, которая долго не проживет, либо сбой будет, либо еще что-то. Удивительно хороший месяц для женских покупок. Красивая одежда, обувь, в общем, все, что связано с Венерой. Косметика, всевозможная парфюмерия очень хорошо. Но за исключением нескольких дней. Это 13, 14, 15 и 16. Вот эти дни будьте поосторожнее, потому что там Венера такая, вы можете сделать ошибочный выбор. Что касается таких серьезных, долговременных покупок, дорогих покупок, очень престижных, рекомендую 6 числа сделать паузу на переходе Юпитера с Сатурном. Там возникает неопределенность. Надо подождать до их соединения, перенести на период после 21. И вы сами видите, что после соединения значительно легче будет принимать решения, значительно ситуация улучшится, надежность повышается, надежность сделок таких, надежность вложений. Хорошего вам светлого года. Встречайте его ярко и расслабленно. Как всегда, приглашаем всех вас на новогоднюю медитацию. Дать побольше света будущему году, чтобы задать позитивный импульс на целый год, чтобы нести больше света, гармонии мира. За 15 минут до полуночи 31 декабря. Приглашаем всех на эту медитацию. Вы поможете этим и себе, и тем, кто рядом с вами. И немножечко даже всему миру. Светлого Нового года. До свидания.